Привет, ребят! Вчера наши игроки состава Papix показали отличный результат на турнире LGS и выиграли серебро. По этому поводу мы решили пообщаться с Макс Трейв по горячим следам. Макс, привет! Какие эмоции после вчерашней игры? Привет, Лан, отличные эмоции, не знаю, очень доволен результатом. Ребята с команды тоже, так сказать, удовлетворены вообще, в принципе, всем сезоном, который мы провели. Здорово выиграть, так сказать, второе место в Battle Royale. Это уровень, я считаю, это классный показатель того, что мы сыгрались. Что еще могу добавить, то что, здорово снова побеждать. И надеюсь, это не последняя наша победа в этом лайнапе. Да, я тоже надеюсь. Скажи, вы уже успели провести разбор игры так, чтобы понять, вот чего вам не хватило, чтобы прям занять первое место? Да, мы это сделали прям, можно сказать, по горячим следам, да, сразу после матча. Мы сделали отличную ротацию в последней игре, можно даже сказать, очень рискованную, идеальную и очень нужную. Если бы мы это не сделали, мы бы, вероятно, закончили там на топ-13, топ-14 в этом матче, но поскольку мы рискнули, это нам дало возможность занять good spot. Потом, когда пятое кольцо закрылось, мы увидели классную возможность занять самый выгодный хайграунд в игре. Я дал хит скраббера, мы начали пушить, но, к сожалению, на зипке нас подловила команда Alliance. И дело в том, что мы отыграли этот момент в любом случае идеально, мы не могли сыграть как-то лучше с той позиции, которая у нас была, еще и при условии, что я попал в хит скраббера. Мы были вынуждены уже рисковать и брать зипку, и выбивать этот хайграунд, но, к сожалению, у нас перестреляла команда с хайграунда, и плюс им давали кавер ребята, которые были под нами. Если бы мы убивали 303-х, скорее всего, мы бы побеждали в этом матче и побеждали бы в турнире. Но, к сожалению, получилось так, что нас две команды, можно сказать, подловило в бутерброд, они нас убили, и они не прочитали ситуацию и позволили игре закончиться, потому что еще была одна команда из выживших, которая уже была на матчпоинте, им оставалось просто победить в этом матче, и всем остальным командам, оставшимся в турнире, нужно было этого не допустить. Но никто не прочитал ситуацию, и они позволили им выиграть и закончить турнир. Так мы оказались на втором месте. А как тебе в целом такой формат турнира? Я считаю, это реально очень классный формат турнира. Немного несправедлив он может быть, но пока что из того, что я видел по всем турнирам и те турниры, которые я отыграл на таком формате, все выглядит плюс-минус балансированно, все честно. То есть я еще не видел ни разу, чтобы, скажем, была команда, у которой там 80 плюс очков, и она там не может выиграть после набора очков до матчпоинта матч, и чтобы какая-то команда, которая их догоняет, там, имея 50 очков, сразу же побеждала. Я такого еще ни разу не видел. То есть обычно матчи заканчиваются, когда 3-4 команды уже подбираются к матчпоинту, и это, в принципе, там все команды имеют плюс-минус равное количество очков. Ты уже рассказал как бы о лучшем вашем моменте в игре. Расскажи, вот какой-то самый худший момент, когда вы почувствовали, что, возможно, сейчас будете вылетать там, или вам не хватит очков? Нет, эти плей-оффы прошли вообще по маслу. То есть у нас ни разу не было такого момента. Нужно также сказать, что нам сильно повезло и прокнуло с зонами, и мы их, в принципе, неплохо прочитали. Мы воспользовались шансом, который нам дала игра, то есть мы его не упустили. Вроде бы как и прокнуло, с другой стороны, и нужно еще умудриться это все грамотно отыграть потом впоследствии. Поэтому, не знаю, мне кажется, не было таких моментов, чтобы мы думали, вот сейчас зафакапим или сейчас не доберем. Мы начали сразу набирать очки и все набирали больше. Мы были второй командой, которая получила матчпоинт. Первые были Фотмы, потом мы. Кажется, мы даже в одно время это сделали. Все прошло очень круто. Все как по маслу. Расскажи о своих впечатлениях во время самого турнира. Вот было предчувствие, что в этот раз все пойдет вот отлично, все получится? Знаешь, да, было. Мы начали очень почему-то спокойно, да. Вот, казалось бы, плей-офф,
мы там на квалификациях, там, ну, не то чтобы мандраж, да, но были какие-то переживания и у меня, и у ребят. То есть, ну, мы этого всегда не показываем и друг другу, и там на стримах, конечно, ну, типа, мы это никогда не показываем на публику, но внутри это всегда ощущается, да, что есть какое-то переживание, есть какая-то вероятность того, что мы не до конца понимаем как раз этой позиции, так как мы флексим и берем разные точки, но эти плей-оффы мы начали, ну, очень спокойно, ни разу не тильтовали. Сам настрой, очень было все уверенно, мы ни в одном моменте не промедлили, мы всегда все делали своевременно, то есть, ну, не знаю, я бы даже сказал, что это было плюс-минус идеальная игра, да, есть какие-то моменты, которые можно было подтянуть, но и по стрельбе, и по ротациям, и по принятым решениям все было очень спокойно, все было своевременно, и все было очень четко. Не было, так сказать, никаких негативных мыслей вообще в процессе всего плей-оффа, поэтому, мне кажется, это нам и позволило хорошо отыграть, в принципе, весь турнир. Макс, скажете, что еще недавно в команде были не лучшие времена, а сейчас вы показали очень хороший результат. Как думаешь, что на это повлияло? Готов поспорить по поводу того, что были не лучшие времена в команде. Да, они, можно сказать, мы долго притирались друг к другу, но относительно долго. Мы этим лайнапом играем всего лишь один сезон, и в этом сезоне мы отыграли отлично, я считаю. То есть мы начали с топ-25, и я повторяюсь, мы когда заняли топ-25 в полуфинале, это было самое сильное, самое сложное для нас матчап-группа. То есть совпали все команды, которые для нас очень неудобны в одной группе, и все зоны прокали на противоположную часть карты. Там было, ну, практически невозможно отыграть лучше того, что мы сделали. Следующий наш результат был топ-4, потом топ-2, и потом топ-7. То есть я бы не сказал, что в этом лайнапе у нас были плохие времена. Мы, в принципе, вот как собрались, мы начали хорошо показывать результат на самых крупных турнирах. Да, конечно, какие-то там GLL, капчики, какие-то турниры, мы не всегда находим в себе силы к ним, ну, прям на 100% подходить, тем более мы еще при этом стримим их. Фокус, можно сказать, не всегда идет на прям какой-то классный высокий результат. Да, мы стараемся, это правда, мы всегда стараемся, мы всегда хотим победить, но все-таки, когда ты не стримишь, ты более сфокусирован на игре, и тебя ничего не отвлекает, да, то есть самый важный турнир этого сезона, все квалификации, плей-офф, ну, мы их отыграли отлично, поэтому... А именно к этому чемпионату вы как-то особенно готовились или нет? К этому чемпионату мы готовились особеннее, чем к любому другому, а именно тренировок вообще не было. Мы вообще к нему не готовились, к нему невозможно было подготовиться. Мы хотели к нему готовиться, но мы это делали только исключительно в теории. Я просто изучал, как с этой позиции играют другие команды. Банально команды не хотели приходить играть в тренировки. Нету смысла нам приходить играть против команд там 3-4 тира, потому что мы просто научимся плохим привычкам, и мы будем играть потом впоследствии плохо с этой точки. И мы просто приняли решение, что, ну, если не будет там 10 хотя бы команд плей-оффа приходить на тренировку, мы просто играть не будем. И по итогу приходило вроде бы максимум 2 или 3 команды, которые прошли в плей-офф. Так все совпало, что вышел новый ранкед сезон. Ребятам более важно почему-то поиграть паблики ранкед, нежели реальные тренировки к плей-оффам. Ну и, в принципе, результаты показали, чему эта тренировка у них привела, по большому счету. Мы чисто теорию подтягивали, да, потому что мы играли снова для себя точки. В особенности я очень много изучал, как с нее играть, общался с ребятами, которые с ней раньше играли, какие-то там советы мне ребята дали. В принципе, на этом вот и была такая у нас подготовка. Просто, скажем, еще было 2 недели до Лощенца. Нам тоже, мы не могли ничего практиковать, мы не знали, с какой позиции мы играть будем. Мы одна единственная команда, которая флексит по всей карте, у нас нету своей точки. То есть мы подбираем, мы как стервятники, мы просто подбираем то, что свободно. Потому что, так как мы новый, так сказать, фреш-состав, так сложилось, что у нас нету родной позиции, и нам приходится просто подстраиваться под матчапы, под те лобби, в которых мы играем. И мы не знали, кто пройдет в плей-офф, и мы не знали, что нам тренировать. То есть из моих фаворитов, которые были на Лощенце, это были Luminosity и Team Legion, и эти обе команды играют со стейджинга. И я был практически уверен на 100%, что одна из этих команд пройдет. Но так совпало, что ни одна из них не прошла, и это нам сыграло на руку. Мы забрали классную точку, мы забрали классную позицию.
Ну и вот на плей-оффе с нее разыграли, в принципе, достойно. По поводу других команд тоже хотела тебя спросить. Вот было ли такое, что кто-то из соперников в этом турнире вас удивил, и вот какие-то такие нестандартные мувы от них вы бы могли взять себе на вооружение? Как-то больше на себе фокусировались, но, наверное, могу отметить один матч, наверное, из того, что я видел. Это как гамбиты отыграли в моменте, когда мы их зажимали. Они понимали, что они сейчас будут умирать от нас после того, когда бабл у них пройдет. Но они сделали очень классный мув. Хоть он и не проканал, он у них не сработал, но они сделали просто лучшее, что могли придумать в этой ситуации, а именно на одном хп у них хардеки, это на персонажа Рейв, поставил телепорт под команду 789, чтобы добить досов, получить плейсмент, получить 2 фрага, но, к сожалению, они там плохо с ними пострелялись, и они втроем от них умерли. Но этот мув был реально классно, это было лучше, что они могли сделать. Если бы они убивали 789, у них был бы шанс еще ресетнуться, дождаться бабла, вылезти с той траншеи, где они сидели, и еще с нами повоевать, то есть еще принять наш файт. То есть в теории они сделали все очень круто. Но а так за другими командами даже, не знаю, что отметить. Правда, не сильно мы следили и за киллфидом, и за другими тимами, чисто за собой и все. В прошлый раз ты говорил, что Нэш играет на Каустике, ты на Крипто, а Кухея на Рейв. Вы решили сделать небольшую смену, правильно? Да, мы поменяли. Мы в один момент после ЛГС, если я не ошибаюсь, тогда, когда мы взяли 25 место, это была первая квалификация, мы поняли, что нельзя меня оставлять, скажем, на Крипто. Это просто банально не мой персонаж. Я могу на любом другом персонаже сделать намного больше импакта, принести намного больше в команде. Когда я играю на Крипто или на пассивном персонаже, наш уровень общей команды реально снижается, потому что у нас Кухе очень агрессивный игрок, да. Сейчас у меня есть возможность, так как я играю на Pathfinder или на Bloodhound, эти же плей-оффы я играл на Pathfinder. У меня есть возможность всегда быть где-то рядом с ним и всегда ему помочь, хелпануть. В то время, когда я играл на Крипто, я просто сидел в углу дома, летал своим дроном, там, давал ему какую-то разведку, но я не имел возможности ему никак помочь. Он иногда заигрывается, он может слишком глубоко там, да, зайти с кем-то постреляться. И нас за это часто наказывали. Просто банально нам не хватало firepower, да, когда нам нужно делать какую-то ротацию, моя ульта нам ничем в этом плане не поможет, когда на зона там, да, душит уже в спину. На Pathfinder и на Bloodhound появляется очень много возможностей, которые подходят именно нашему лайнапу, которые филят, и именно нам очень, так сказать, классно. Мы отталкиваемся всегда от того, на каких персонажах мы играем. И мы занимаем те позиции, исходя из того, на каких персонажах мы играем. То бишь, если мы играем на ВХ, мы понимаем, что лучше держать хайграунды, так как мы их не займем. Но на хайграундах больше файтов, на хайграундах больше рисков. Сейчас у нас Pathfinder, мы можем играть с лоуграунда, мы можем просто подсасывать файты, которые проходят на госпотах, там, отжимать какие-то условно классные крыши, выгодные позиции, комбинации ульты там Pathfinder и Гибралтара. То есть с этим пиком нам просто играть проще, намного мне больше нравится, так как когда я играл на Крипто, я вообще в принципе потерял всю мотивацию к игре, это был не мой персонаж, я играть уже просто не мог, это было ужасно и в общем, специфичный персонаж, а не для всех. Точно не для меня. По поводу стратегии, у вас полное взаимопонимание с Кухе и Нэшем? Или у вас бывают ссоры, там какие-то моменты? Ссор у нас никогда как таковых нету, но может пару раз там, да, крикнули там на эмоциях друг на друга, но разбор у нас всегда проходит, в принципе, адекватно. Проводим какую-то аналитику, общаемся. Да, бывает это эмоционально, но мы все к этому нормально относимся. Если даже кто-то на кого-то крикнет, это все рабочие моменты. То есть мы просто ищем, все мы понимаем, что мы просто ищем наилучший вариант, наилучший выход, чтобы сделать какой-то полезный вывод для нас. То есть все мы на одной волне, мы тут не чтобы там обвинять друг друга, а чтобы сделать друг друга сильнее. В этом и есть смысл команды. То есть первое время было очень сложно, да, потому что я и Нэш, мы, в принципе, играем по одному сценарию. Мы хотим играть по одному сценарию игры. Кухе хотел играть немного иначе. Он нам доверился полностью, за что ему спасибо. Он первое время
можно так сказать, провоцировал нас на то, чтобы мы играли по другому плану игры, да, поменяли полностью геймстайл, но потом мы нашли правильные слова, чтобы ему объяснить, что от того, что предлагаем, скажем, мы с Нэшем, будет больше намного профита, будет намного больше стабильности. Он нам доверился, за что ему реально спасибо, и я уверен, что его сейчас не переубедить играть как-то иначе. Он уже видит, что это реально приносит классные результаты, и он, уже с нами на одной волне, в принципе, понимает игру так же, как и мы. То есть раньше у него просто был совсем другой опыт. Он играл совсем других позиций, не с таких, как мы. И у него сложился другой опыт игры. То есть по его сценарию тоже можно побеждать. Многие команды побеждают. Те же Фотмы играют что-то плюс-минус от того, как играл Кухия, которые выиграли в плей-оффе первое место. Но там нет стабильности. Там слишком все шатко, да, по стабильности. Очень рискованный геймстайл, то есть мне такой не по душе. То есть по факту Кухия и Нэш в основном прислушиваются к твоему мнению, да? Нет такого, что вы на этой почве как-то расходитесь во мнениях, что вам стоит поменять стратегию или легенд? Уже нету вообще у нас, в принципе, никаких недопониманий друг с другом. Даже если мы там хотим какие-то персонажи поменять, мы уже понимаем, зачем мы это делаем. Скажем, мы отыграли классно последние 3 квалификации на Bloodhound. И когда я увидел, что вернули Pathfinder, я сразу ребятам предложил, и Нэш сразу же поддержал эту идею, что давайте вернем Pathfinder. Мы были единственной командой вчера на плей-оффе, которая играет с этим персонажем. Потому что мы понимали, что, в общем, этот персонаж поможет нам в нашем геймплане выжить, так сказать, максимум. Bloodhound — это здорово, это круто, есть волхаки, ты можешь сканить сквозь стены, помогает в файтах, но мы не были уверены, какую мы будем держать позицию. Возможно, даже если бы там дали Luminosity условно прошли или Team Legion, мы бы тогда играли от края карты, и тогда нам Pathfinder точно бы пригодился, так как он ускоряет всю команду, позволяет делать быстрые ротейты, позволяет забирать лучшие позиции. То есть, не было даже никаких дискуссий, а стоит ли нам вообще менять на Pathfinder, потому что мы не играли с ним. То есть все сразу почему-то поняли, что да, с Pathfinder будет лучше, при том, что мы это не практиковали вообще. То есть мы просто поняли, что так будет лучше. Это было командное решение. То есть, даже в этом плане, да, это был рискованный такой мув, поменять персонажа, по сути, меняется стиль игры, меняется все, но мы все поняли, что это нужно сделать, и мы это сделали. Это круто. У вас есть какое-то общее взаимопонимание, такие какие-то, не знаю, доверительные отношения друг к другу. Это классно. Да, с недавнего времени. Тоже, да, повторяюсь, раньше так не было. Сейчас уже, да. А личные взаимоотношения у вас тоже хорошие? Можно назвать вас друзьями? Да, думаю, можно. Мы точно классные приятели. Я их могу назвать своими друзьями однозначно. С Нэшем я уже вообще очень долгое время, то есть играю и знаком. Да, с того момента, когда нас еще Клаус Никита познакомил. Я их однозначно считаю своими друзьями. Как планируете готовиться к LGS Championship 2021? Над чем предстоит у вас основная работа в будущем? Разобраться, какой там вообще, в принципе, регламент, как там все будет проходить, я еще не так сильно смотрел. Нам нужно понимать, что нам делать. То есть, так как мы, я же повторяюсь, да, флекс-команда, мы не знаем, с какой позиции это все дело отыгрывать. Все будет зависеть от регламента. Мы увидим, какая там вообще сетка. Там, я понимаю, так что будет 40 команд, и все будут между собой играть. Но мы какой-то просто план подготовим, да, что типа есть эта команда, мы идем туда, нету этой команды, мы идем туда. То есть будем оттачивать как можно больше точек, чтобы быть готовыми вообще к любому матчапу, к любому сценарию. В принципе, все, наверное, на этом и будет заключаться тренировка. И, конечно, банально там, да, анализировать ошибки, делать какие-то выводы, делать новые ротации, не без этого, потому что мета меняется, команды ускоряются, какие-то замедляются, то есть к этому нужно тоже готовиться и понимать, кто как делает ротацию вокруг тебя из этих 40 команд, которые будут на этом турнире. То есть, надо будет готовиться просто с нуля. Но вы уже будете тренироваться не только в теории, правильно? У вас будет практика. Да. Сейчас будет практика, сейчас будет еще лига, которая начинается, если я не ошибаюсь, 6 апреля. И она будет проходить каждую неделю. Плюс у нас GLL каждую среду. И
ночные турниры NA. То есть у нас как минимум будет теперь 3 турнира в неделю. Каждую неделю вплоть до самого чемпионшипа. И плюс, как минимум, я думаю, 3 дня помимо этих турнирных дней, где мы будем играть просто практис, где мы будем играть скримы против всех команд. Ну, то есть будем готовиться, конечно, это будет практика, я думаю, минимум 5 дней в неделю, 6 будем играть. Вы выиграли $24 000. Ты уже примерно представляешь, куда потратишь свою часть? Нет, я тебе так скажу, я еще ни копейки не потратил с первого плей-оффа, который мы выиграли. Ну, еще с моей старой команде. На большую мечту. Да, на большую мечту. Из того, что хочу купить, мне пока что не хватает. И давай пару слов фанатам. Вчера после турнира зашел на мейнкаст. Там стримил Кирюха и Олсиор. Очень обрадовался, очень удивился поддержке народа чата. То есть я ни разу не видел, чтобы прям спамили там, да, мой никнейм в чате. Там 50-100 людей, не знаю. В общем, это очень сильно приятно, это реально заряжает на будущее. И была очень большая, огромная поддержка. Огромное, ребят, спасибо за то, что поддерживаете Нави, в частности, меня, каждого игрока нашего лайнапа. Это нам очень сильно помогает заряжаться на тренировки, на последующие турниры. Ну, невероятно вам всем благодарен, спасибо большое. Будем стараться дальше, постараемся вас не разочаровать. Надеюсь, что мы оправдали ожидания этого лайнапа. И, ну, просто огромное спасибо. Спасибо, Макс, за интервью, а мы поздравляем игроков Нави с отличными результатами, и я уверена, что ребята еще не раз будут радовать болельщиков своей впечатляющей игрой.